У российского судостроения до 2030 года амбициозные планы – построить 638 судов. То есть ежегодно нужно сдавать примерно 90 штук. В прошлом году, с учетом заказа на иностранных верфях, построили 36. При этом заказов много, заводы работают по полной. На сроки влияет в том числе то, что нужно замещать импортное, то, что нужны кадры, нужна модернизация. Как компании решают все эти вопросы, мы сейчас и расскажем. Вот первая история. Северодвинский Севмаш, что в Архангельской области, один из крупнейших судостроительных комплексов России. Именно здесь делают атомные подводные лодки, ядерный щит нашей страны. Но активно развивается продукция и для гражданского судостроения. И сейчас мы расскажем обо всем подробнее. На сегодня 95% загрузки Севмаша – это гособоронзаказ. Это проект один на слуху у всех – это Ясень М и Борей-А, это стратегические многоцелевые подводные лодки. И огромный заказ Минобороны – это модернизация и ремонт тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». А есть, например, уникальный гражданский проект, совместный с КБ ОСК «Малахит» и Курчатовским институтом «Обитаемый подводный аппарат». Обзор практически 270 градусов, 2 пилота, любые глубины, то есть он будет использоваться для обследования трубопроводов «Газпрома», еще чего-то. Ну и в случае необходимости может какие-то другие вещи, значит, тоже делать. Пожалуй, уже все знают о новых российских ледоколах, которые серийно сходят со стапелей Балтийского завода ОСК. Строят их всем миром. Из Северодвинска огромные подшипники для гребных валов вместо импортных. Первый комплект изготавливался для ледокола проекта 22-220 «Чукотка», который мы в конце 2024 года поставили на Балтийский завод. И хотя Севмаш знает толк в судовых подшипниках, такой заказ был вызовом. Такого размера подшипника у нас еще не было в линейке до сих пор. Тем более он имеет специальную конструкцию для того, чтобы использоваться в ледовой обстановке для ледокольных кораблей. Продукт успешно прошел испытания, и уже есть заказ для следующих ледоколов – Ленинград и Сталинград. А в целом предприятие готово к задачам любой сложности. Например, здесь сумели дать вторую жизнь крейсеру «Адмирал Горшков», который стал флагманом индийского флота – авианосцем «Викрамадитья». Мы создали уникальные гражданские проекты, такие как приразломная, вы знаете, да, что позволило России «Газпрому» начать экономическую деятельность на шельфе. Для металлургов делали оборудование, для медиков опытные образцы мединструментов, для атомной сферы комплекты для хранения отработавшего ядерного топлива. Опыт многогранный. Вообще на гигантском заводе 100 подразделений, и везде с господдержкой шла и идет модернизация, инфраструктура, оборудование. Десятки миллиардов мы вложили в завод и готовимся к изготовлению продукции более сложной, более наукоемкой 5-го поколения лодок для флота, ну и другой более наукоемкой продукции. Ну, мы готовы любого класса корабли строить. В общем, Севмаш может любого класса корабли строить, не только подводные, но и надводные. Конечно, важно, чтобы было кому строить. Нужны профессионалы, в помощь социальные программы, жилье для сотрудников и, разумеется, подготовка. Мы единственные в России, кто сохранили систему завод ВТУС. У нас свои профтехучилища, свой колледж, то есть техникум. Да? Кроме того, по указу Владимира Владимировича Путина мы создали производственную роту. Они здесь служат, их готовят к защите Родины и одновременно проходят практику на заводе. Предприятие ОСК готово строить и сложную морскую технику, развивать международное партнерство. Те же контейнеры для отработавшего ядерного топлива поставляли в Казахстан. Пример, когда Россия развивает экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. В
В целом, о росте поставок за рубеж, несмотря на давление недружественных стран, на Петербургском международном экономическом форуме нам рассказала Вероника Никишина, генеральный директор Российского экспортного центра, которому в этом году 10 лет. Всего за 10 лет мы поддержали 72,5 тысячи уникальных экспортеров. То есть это количество экспортеров, которые хотя бы один раз обратились к нам за поддержкой и ее получили. Не просто обратились, ее получили. Мы считаем поддержкой, когда наш клиент получил поддержку, а не просто сделал запрос. Конечно, очень многие компании к нам обращаются повторно, поэтому количество регулярных коммуникаций гораздо больше. Объем поддержанного экспорта за эти 10 лет почти 20 триллионов рублей. Число поддержанных экспортеров растет. В прошлом году более 24,5 тысяч компаний, а объем экспорта превысил 1,5 триллиона рублей. И правительство еще направит на поддержку экспортеров из числа МСП 1,5 миллиарда рублей. Возвращаясь к судостроению, продолжим тему поддержки. Без нее в Пермском крае канула бы в лету единственная верфь. На Урале есть единственная судоверфь, и она в Перми. А ведь могло быть не одной. Несколько лет назад завод почти закрылся и, так сказать, лег на дно. Но сейчас пускает на воду суда и строит важные инфраструктурные объекты. Например, что это такое и в целом о возрождении, мы сейчас и расскажем. Завод, который десятилетиями строил суда, оказался в руках неэффективных собственников, которые находились за границей. Чтобы спасти предприятие, пришлось 4 года назад передать его под контроль правительства Пермского края. Нашли инвестора. Верфь стала резидентом особой экономической зоны – Пермь. Я считаю, те ниши, где мы были вынуждены заниматься освоением новых образцов продукции, сервисов, услуг, мы, я считаю, так или иначе справляемся. И это, опять же, позволяет нам возрождать какие-то отрасли. Вот судостроения, сбыта продукции не было. Сейчас сбыт продукции есть. В связи с ростом и туристического направления, в связи с тем, что действительно надо обновлять и речные суда. И, в общем-то, это послужило основой для того, чтобы мы смогли привлечь инвестора, модернизировать судоверфь и насыщаем ее заказами. Москва первой в мире запустила круглогодичные маршруты электросудов. Они построены в Санкт-Петербурге, а вот заказ на причалы для них, они же зарядные станции, получила Пермская судоверфь. 23 остановочных пункта уже было сделано, поставлено удачно в Москву. Они сейчас там эксплуатируются. И вот сейчас вот еще 5, да. И перспектива на следующий год еще вроде бы 5, но сейчас тоже вопрос решается. Встав на ноги, верфь получила и другие заказы от Пермского края. Мы делаем причалы, и очень активно здесь развивается вообще вот причальная инфраструктура, речная инфраструктура. И мы в ней принимаем такое большое участие. Есть еще заказ на судно «Байкал». Заказчик «Водоход». Красивое, пятизвездочное круизное судно, гибридное будет у нас строиться, длиной 69 метров. Благодаря этому заказу большая загрузка. То есть серия, возможно, тоже здесь будет? Возможно, да. Еще с денежной поддержкой ГТЛК готовы построить Москву 2.0. Это новые скоростные теплоходы на электротяге. То есть заказами обеспечены на несколько лет вперед? На 2 года точно заказами обеспечены. Но судостроение – это такая отрасль промышленности. Нам бы хотелось бы, конечно, загрузку иметь на 5 лет. Чтобы мы могли планировать, чтобы мы учили кадры, также модернизировали верфь. Модернизация верфи идет полным ходом. Например, в этом цехе, который, честно говоря, раньше довольно страшно выглядел, сделали ремонт и устанавливают новое оборудование с поддержкой Фонда развития промышленности. Но дело не только в оборудовании. В сложные времена на предприятии осталось 50 человек. Сейчас уже 140, и каждый месяц берут на работу по 10 специалистов. Мы сейчас на Байкал читаем, что у нас в следующем году нам придется только основных производственных рабочих более 200 человек привлекать сюда.
Вот, только основных производств. Непонятно, где взять, да, столько людей? Ну да, активно работаем тоже с пермскими властями, с кадровыми именно вот властями, чтобы привлекать местных жителей, да, жителей Закамска. Реклама у нас по трудоустройству работает. Ну и подрядными организациями будем, наверное, нанимать. Далее тоже о новых возможностях для российских судостроителей, которые, сами того не ожидая, открыли всякие там недружественные страны, вводя против компаний санкции. Есть хороший пример в Северодвинске. На корабле, конечно, нет неважных систем и агрегатов. Но, пожалуй, в числе приоритетных системы управления. Вот, например, подобные винторулевые колонки до недавнего времени в большинстве своем на нашем флоте были импортными. Активно замещает импорт как раз Центр пропульсивных систем, что находится в Архангельской области на Северодвинской звездочке. Если начать с истории, то для предприятия системы, которые позволяют судну следовать нужным курсам, вовсе не в новинку. С советского времени было сделано 25 тысяч гребных винтов, и созданный внутри завода «Центр» уже тоже с опытом. За историю его создания изготовлено уже более 14 винторулевых колонок. Они поставлены уже серийно на действующие корабли. Некоторые уже находятся в эксплуатации, уже отработали свой гарантийный срок. Поэтому, кроме вот этих гражданских колонок, которые мы делаем, здесь собираются и подруливающие устройства. Колонки работают на танкерах, научных судах, ледоколах. Ну, вот эта колонка, которая за нашей спиной, она была спроектирована на корабль проекта 21900, это дизельный ледокол. Делали мы ее по проекту с Минпромторгом в рамках федеральной целевой программы. И она разработана, вот, повторюсь, на 9 мегаватт и имеет ледокольный ледовый класс Icebreaker 7. Это, в общем-то, как бы прохождение достаточно высокой ледовой обстановки по сплошному полю льда. Сделаны колонки поменьше, мощностью 2,5 мегаватта уже пошла в серию для буксиров. А для научно-исследовательских судов северодвинский продукт заменил зарубежный. Не хуже американских оказались. Ну, покажет практика. Но вот то, что мы проэксплуатировали 4 колонки на морских буксирах проекта 23470, как раз это доказывает. Что позволяет получать качество? Опыт, свое конструкторское бюро, испытательные стенды. В среднем сколько испытаний проходит? Но в среднем колонка проходит испытание около месяца. Отсюда проходит и пропускная способность. То есть этот стенд может, на этом стенде могут быть испытаны 12 колонок в год. Второй стенд рассчитан на 6 колонок в год. Они больше и сложнее. Сложнее в производстве и замещении импортного. Если в 3-мегаваттных уже 85% российских деталей, то в более мощных собратьях зубчатые передачи были финские, теперь китайские. А нужны свои. Если нет этого элемента, это, я считаю, ключевой элемент винторулевых То колонок. нет и колонок. Нет и колонок. Нет колонок, значит, нет кораблей. Нет кораблей, значит, мы не морская держава. Своими силами предприятие сделало опытный образец, но для полноценного производства нужны станки. И да, у нас нет возможности купить эти станки. Проект нами проработан, это примерно 2 миллиардов рублей, оценен именно вот по станкам. Тут без поддержки сложно обойтись. И вот сейчас мы занимаемся тем, чтобы либо, значит, каким-то образом обратным реверс-инжинирингом такие станки сделать у себя, какие возможно, ну, либо закупить иностранные станки для того, чтобы степень локализации поднять еще выше. Я думаю, что перспективы ближайшего года эта локализация уже будет потихонечку подтягиваться к 100%. И мы должны понимать, что если мы не будем сами у своих предприятий размещать заказы в своих предприятиях и у них покупать их продукцию, то, еще раз, мы сегодня уже об этом говорили, эффект масштаба не произойдет. И тогда удешевление серии репродукции не возникнет. Мы смотрели, в целом мы готовы сегодня выйти на производство до 100 винторулевых колонок в год, вот, особенно после приобретения станков, которые, я надеюсь, в ближайшее время произойдут. А еще нужны кадры. В конструкторском бюро всего 12 человек. Здесь вопрос к подготовке нужных специалистов.
такой специализации, направленной на проектирование, изготовление, сопровождение, создание вот именно пропульсивных комплексов, нету. Решение трудностей с поддержкой государства открывает хорошие возможности для производителей. Например, Центр уже делает оборудование для новейшего российского ледокола «Лидер». Или, несмотря на санкции, готов развивать международное сотрудничество. Вернулись из Китая, и наши специалисты осуществляли сервисные работы по замене лопастей на судах, которые проходили доковый ремонт. Поэтому экспортный вариант у нас потенциал все равно сохраняется. Для поддержки предприятий, которые хотят развивать экспорт или готовы впервые выйти на зарубежные рынки, в арсенале Российского экспортного центра есть много инструментов. Финансовые и нефинансовые. От обучения, участия в бизнес-миссиях, компенсации затрат на логистику до помощи в выходе на зарубежные маркетплейсы. Мы сами, как Российский экспортный центр, открываем электронные магазины, электронные торговые площадки, электронные полки, аккаунты на крупнейших зарубежных международных торговых площадках. У нас уже открыто 44 таких национальных магазина, сделано в России. И с помощью нашего оператора мы размещаем там продукцию, мы доставляем эту продукцию на склад страны, в которой эта электронная торговая площадка функционирует. Масштабная программа по продвижению нашей продукции под национальным брендом «Сделано в России до 30 года» утверждена по поручению Владимира Путина. Экспортеров становится все больше. Далее как раз пример, когда уже крупный игрок на внутреннем рынке собирается поставлять больше за рубеж. И поможет в этом новый флот. Отправимся на Камчатку. Одно из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатского края. Для себя построила фабрику для переработки улова и, понятное дело, суда. Обновление флота очень важно. Кстати, сейнеры суперсовременные. Посмотрим. Предприятие с богатейшей историей. Уже 96 лет. Время, за которое пришлось пережить множество экономических штормов. Благодаря людям, благодаря коллективу удалось выстоять в непростой вот этой лихие 90-е годы. Вот. Но уже вот благодаря программе «Инвестквот», она, кстати, очень вовремя поступила, потому что флот действительно уже в отрасли был устаревший. Если коротко, по программе «Инвестквот» бизнес получает право на вылов определенных объемов рыбы в обмен на инвестиции в строительство судов и инфраструктуры. В настоящий момент мы построили два объекта инвестиций. Это береговые фабрики и 9 судов. 3 судна мы построили на Янтаре, это Прибалтийский завод в Калининграде. Вот эти суда. На борту все для удобства команды, которая благодаря автоматизации стала меньше. Практически, если тот ловил в сутки 20 тонн, 15, эти ловят до 70 тонн. Разница ощутима. А еще 6 сейнеров, поменьше размером, за 4 года вообще построили сами, по сути, возрождая судостроение на Камчатке. 5 судов уже находятся на промысле, работают в Охотском море на Западной Камчатке. Причем сырье сдают на нашу инвестиционную построенную тоже фабрику береговую. Фабрика, кстати, тоже с высокой степенью автоматизации, что помогает обрабатывать по 150 тысяч тонн рыбы в год. И вот новый шаг. В Калининграде спустили на воду супертраулер Виктор Гаврилов. Но это действительно уникальный проект с высочайшей глубокой переработкой, высокоэффективное судно. По большому счету, я хочу сказать, что таких судов и в мире-то и нет. Судно будут еще достраивать, а могли и вообще не сделать. В 2023 году проект остановился. В решение вопроса с выполнением обязательств подрядчикам пришлось даже вмешаться вице-спикеру Госдумы. Ирина Анатольевна поддержала нас, Яровая, и будем поддерживать, достраивать судно. В Янтаре уже государство поддержало, да, выделило дополнительно 1 миллиард рублей на строительство судна. То есть это вот такой, в принципе, можно сказать, премия. Еще проблемный вопрос. Кто будет работать?
Нужны специалисты, которых на Камчатке дефицит, и одной зарплатой не заманить. Во главе угла качество образования, улучшение социальных условий и условий труда, тем более что на полуострове теперь есть судостроение. Наши техникумы, колледжи быстро перевооружаются. И действительно сейчас не стыдно. Можно сейчас буквально, вот мы видим за нами здание Камчатского государственного технического университета. Там тренажеры для судоводителей, как космический корабль. У ребят горящие глаза. Они понимают, зачем учиться, почему учиться и как дальше трудиться на благо страны, на благо Камчатского края. В возрастной категории 25-40 лет мы видим приток населения, увеличение населения. И это отклик на то, что рабочие места востребованы, высокооплачиваемые и, главное, интересные. К 2029 году рыбаки хотят построить еще 2 рефрижератора и еще 2 траулера, и таким образом полностью обновить свой флот. И открыть еще фабрику по производству сурими, фарша для крабовых палочек. Иными словами, будет больше продукции, в том числе и на экспорт. Суриме – это все-таки азиатский рынок. Да, Но, тем не менее, мы будем выпускать здесь и будем выпускать готовую продукцию на этой же фабрике в виде крабовых палочек. С высокой добавленной стоимостью. Совершенно верно. Кстати, об экспорте. Китай, в частности, и Азия в целом наращивают торговые отношения с Россией. Серьезную роль в этом играет продвижение нашей продукции. Например, с помощью фестивалей ярмарок «Сделано в России». Они были в Объединенных Арабских Эмиратах, несколько раз в Китае. Недавно, например, в Харбине. Интересно, что успешно продают российскую продукцию, в том числе дары моря, блогеры. С 2020 года я лично участвую в различных стримах с китайскими блогерами и непосредственно сами блогеры и другие лидеры общественного мнения, которых мы называем Когда за 3 минуты можно продать столько, сколько за год, да, люди? Абсолютно верно. Вы знаете, у нас были примеры, когда за 15 секунд у нас опустевал склад того, что мы хотели действительно в течение года продавать. Поэтому это очень эффективный способ продажи. Мы заключаем партнерство с амбассадорами программы «Сделано в России». Далее вернемся к внутреннему рынку, о новых рабочих местах, возрождении и, конечно, судах. Наша следующая история из Иркутской области. Сделать так, чтобы эти катамараны на подводных крыльях взлетели над чистыми водами Байкала, было непросто. Ведь в стране крылатых катамаранов не строили. В итоге Рыбинский вымпел, вооружившись нижегородским проектом, решился, но не один. Восточно-сибирское речное пароходство в Иркутске стало не просто заказчиком. Оно возродило верфь для достройки судов, а потом испытания. В итоге заявленные характеристики подтвердились. Автономность хода, запас автономности должен быть 1000 километров, потому что Байкал – огромное озеро, практически морские условия погодные, поэтому вот эти параметры было сложно обеспечить. Поэтому на сегодняшний день, когда мы эту задачу решили, мы очень рады и горды тем, что мы создали теплоход на крыльях, который обладает скоростью, автономностью, возможностью подхода к берегам, метеоросадки, в отличие от кометы, которая имеет 3,70. А ведь постройка шла не без проблем. Из-за агрессивных санкций пришлось заменить, в частности, двигатели. Нам нужно было по ходу перепроектировать корабль под другие двигатели, под другое оборудование. И, соответственно, мы этот этап прошли, не без проблем, но самое главное, что мы его прошли. Пригодилась поддержка от государства. И теперь каждый из 2 катамаранов со скоростью 65 км в час готов комфортно перевезти почти 150 пассажиров, например, от Иркутского берега в Бурятию. Успех эксплуатации – хороший фундамент для серии таких судов. Весь флот на Байкале, который морально устарел, который по эксплуатационным качествам устарел, уже не подходит под бизнес-модель, мы, естественно, должны заменить на более современные теплоходы. Верфь развивается, идет модернизация. Здесь еще и ремонтируют суда. А еще... Также мы строим
круизный корабль по байкальским меркам. Это просто огромный корабль. И на сегодняшний день мы уже полпути прошли. В конце этого года мы его спустим на воду, а на следующий год сдадим в эксплуатацию. Но обновить флот еще полдела. Нужна инфраструктура. Нету каких-то пунктов для сдачи отходов, для заправки, для отстоя судов. Соответственно, автономность необходима, что несет дополнительную нагрузку на себестоимость эксплуатации. Верфь собирается строить и электрические суда, для экологии дружелюбные, но с развитием на Байкале инфраструктуры. Такую задачу без поддержки государства осилить сложно, как и в целом судостроении. Огромный спрос на свое, который крайне важно утолить, решая трудные вопросы с кадрами, замещением импортных технологий и модернизацией.